Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Очень короткое видео, буквально с полей. Разберем сегодняшний сигнал на sell, который был по золоту, но хочу показать предысторию, как я пришел к этому сигналу и как вы можете использовать информацию со старшего графика, чтобы принимать решения на младшем. Перед началом сегодняшней торговой сессии я обратил внимание, что был паттерн на часовом графике, еще раз золото, был паттерн, вершина. К моменту начала торговой сессии середину этого паттерна пробили. Я знаю, что статистически очень высокая вероятность, что после коррекции 60% рынок может откатить вниз. Более того, мой тренд-фильтр красный. И эту вероятность, и это событие я могу использовать как опорную точку для своих продаж, но уже на минутном графике. Если я перейду на минутный таймфрейм, обратите внимание, рынок тикнул 60% коррекции, и здесь я вижу TC-Sell. Если же я не смотрю на часовой график и не вижу там структуру, то вот этот TC-Sell для меня достаточно агрессивный. Почему? Потому что перед этим был пробит максимум, позеленел мой тренд-фильтр. И, казалось бы, не такие идеальные условия. Но если посмотреть на премаркет анализ, мы видим, что вероятность заработать здесь значительная, потому что эта комбинация и на минутке прекрасно работает. Но когда мы видим такое на часах, преимущественно с трендом, то здесь мы рассматриваем исключительно продажи. И даже дело не в том, что я здесь продал, а дело в том, что я не рассматривал покупки. Потому что если трейдер очень узко смотрит на график, только на минутку, для него вот это движение, это новый максимум. И затем коррекции, трейдер говорит: хе-хе, я покупаю мой тренд-фильтр зеленый, все, бай-бай-бай, у меня еще здесь TC-бай. Угу. То есть вы рискуете быть заложником локальной ситуации против более масштабной ситуации, против структуры, потому что против структуры не попрешь. А вот этот паттерн — это структурный паттерн исключительно. Новый минимум, коррекция. Угу. Теперь давайте разберем прогрессию этой сделки. TC-Sell шорт здесь одной позиции. Почему? Давайте разберем тоже. Раз у нас обучающее видео, разберем. Сначала захожу одной позиции, я делаю это очень часто. Реже я захожу сразу и большим объемом. Реже. Здесь я зашел одной позиции, и план был такой, что если цена будет падать, то я добавлю. А как понять, если цена будет падать, куда она будет падать, сколько она должна упасть? Я обратил внимание вот на эту большую бычью свечу. Потому что вот в этой точке, если вот так посмотреть, мы видим, что быки сильны. Посмотрите, все бары зеленые. Ни одной более низкой цены закрытия, начиная вот от этой большой бычьей свечи. Посмотрите, все закрытия не ниже. Даже вот эта свеча не смогла закрыться ниже. Ни ниже. Посмотрите, какой моментум. Локальный моментум. Но мы знаем основное состояние рынка, мы знаем, где мы находимся, но мы хотим получить дополнительное подтверждение. Да, мы получили идеальный TC-Sell с самой высокой точки, в принципе, из возможных. Это первое. И затем я обратил внимание на эту свечу, потому что если минимум этой свечи будет нарушен, пройден, то есть его обновят, крайне вероятно мы увидим моментум. И представьте, что произошло, что усилило мое предположение. Рынок пришел, протестил минимум этой свечи, видите, да? Еще раз пришел, протестил и стал здесь образовывать локальную поддержку. Таким образом, этот трейд стал еще очевиднее. Если я не прав, или если рынок что-то не видит, либо если рынок изменился, мы просто нарушим этот TC и улетим наверх. Если же моя позиция верна, мы нарушим минимум и, возможно, увидим ускорение. И здесь я добавил к позиции еще. Затем мы видим, TC-Buy появился, но когда он появляется в этих условиях, мы не покупаем, мы не рассматриваем покупки в таком контексте. TC-Buy. Более того, обычно мы рассматриваем моментум sell, когда у нас появляется TC-Buy. Посмотрите, сигнал TC, раз, два, на второй свече обновили его минимум. Бум, моментум. То есть, как из одной простой сделки, по большому счету, во флетовых обстоятельствах мы можем развить преимущество и заработать до 100 пунктов за 45 минут, максимум за час. Поэтому я призываю вас к внимательности, к тому, что делает цена.
То есть получить исходную идею sell. Затем получить подтверждение этой идеи в виде объективного сигнала. Затем получить усиление этой идеи в виде дальнейшего поведения рынка, которое указывает в ту же сторону, куда и основной ваш сигнал, основная идея. И это будут точки, где вы будете добавлять здесь, потом можно добавить здесь. И посмотрите, что дальше произошло. Рынок обвалился и резко удалился от ценности. Что значит удалился от ценности? Посмотрите, как мы удалились от нашей линии трейлинг стопа. Видите вот эту линию? Когда такое происходит, это говорит о том, что рынок может резко вернуться к ценности, потому что цена движется от расширения к сужению. Здесь мы сузились. Удаляемся, резко удалились. И сейчас рынок восстанавливается к ценности. Это может быть указанием на то, что если вы в продажах, вот здесь пора закрываться. Обратите внимание, как мы используем базовые, визуально продиктованные сигналы для определения не только лучших точек входа, но и определения места, где лучше выходить из позиции, где движение может завершиться и рынок развернуться. Если вы хотите использовать те же принципы, те же сигналы, которые использую я, ссылка на систему под этим видео, и до связи. Пока.